Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня в студии наш ставший уже традиционным гость, создатель, руководитель портала «Нефть и Капитал». Не забывайте на него подписываться везде, где найдете, в телеграм-канале, на сайт в обязательном порядке заходите, там более полные материалы. Владимир Владимирович, добрый день. Несмотря на то, что Казахстан так любит антироссийские санкции и клянется их соблюдать, тем не менее энергетическое сотрудничество между Россией и Казахстаном в основном только расширяется. Ну, собственно говоря, в прошлом году возникло еще одно совместное предприятие Росатома и Казатомпрома на месторождении Буденновское, оно крупнейшее в Казахстане. Вот как-то иностранные компании до этого месторождения добраться не смогли, и это шестой добычной проект Росатома в Казахстане. Если говорить об атомной отрасли, то это не только добыча урана, это работа по производству ядерного топлива. Французская технология на топливо поставляется в Китай. Первое поколение китайских атомных электростанций – это французская технология, соответственно, не все равно где производить. Топливо исключительно казахстанское, потому что уран здесь, безусловно, лидер по объемам добычи урановой руды. Казахстан своих обогатительных мощностей по содержанию урана-235 нет, давальческое сырье обогатили, готовый обогащенный урановый продукт привезли, произвели топливо. Все хорошо. Если кто-то откроет наши многоуважаемые СМИ, будет сообщение о том, что Казахстан в одиночку производит топливо для Китая. Росатом здесь ни при чем. Ну и так далее. А вот где Росатом может быть при чем, так это в строительстве атомной электростанции в Казахстане. Ну, во время этого визита никаких новостей мы по этому поводу не услышали. По результатам референдума было сказано, что в 2025 году правительство Казахстана решит, чьей технологией воспользоваться. В финале 4 компании. Можно, конечно, называть по странам, но что касается Казахстана, здесь важно называть именно по компаниям. Росатом, понятно, французская ЭДФ с великолепными французскими технологиями тоже понятно. Компания KEPCO, Korean Energy Power Company, Corporation, простите, южная корейская компания, и CNNP, China National Nuclear Corporation. Специально называю CNNC, потому что Китай настолько маленький, что у него 3 атомных корпорации. CNNC – это та корпорация, с которой Росатом, тогда еще Минатом, в 1999 году подписал договор о строительстве первых 2 блоков атомной электростанции Тяньшань, то есть срок совместной работы CNNC и Росатома 25 лет. Это к тому, что консорциумы могут быть разные. Да. Ну, мы не будем опережать события, мы не знаем, кто выиграет в итоге, но сам факт того, что эти обсуждения ведутся, как сказал Владимир Владимирович, на глубоком профессиональном уровне, ну, верим и надеемся. Ну, посмотрим. И таких конкретных новостей по поводу проекта нового газопровода Россия-Казахстан-Китай мы тоже не услышали, но не исключено, что в ближайшее время какие-то новости мы услышим. При этом, да, у нас сейчас в прессе пошли новости о том, что уже и Россия не рассматривает проект «Сила Сибири-2», потому что в том списке новых газопроводов, которые были напечатаны в российской газете, «Сила Сибири-2» нет. Маленькая сноска, что в списке возможных газопроводов только те, по которым подписаны долгосрочные контракты, уже никто не видел. Если говорить так с сугубо экономической точки зрения, но через Казахстан будет дешевле. Потому что до Оренбурга у нас магистральные газопроводы есть, а это значит, что это вторая нитка, это значит, что инфраструктура намного более подготовлена к прокладке любых новых... Потому что в существующем коридоре строить всегда дешевле. Ну и опять же напомню, по, так сказать, географическим и геологическим условиям все-таки строительство через Оренбург это как-то несколько дешевле. Ну и как-то оно и привычнее. Уже далеко не первый год работает магистральный газопровод, там профилактические ремонты идут, все маршруты проложены, все можно сделать достаточно быстро и не так дорого, как строительство с нуля «Сила Сибири-2» через Монголию. Горный рельеф, местами мерзлота.
и так далее, и так далее. Другое дело, что, конечно, возникают совершенно справедливые вопросы у жителей Красноярского края, которым обещали все-таки газифицировать, у жителей Иркутской области, ну и вот вдоль всего предполагаемого маршрута Сила Сибири-2. Ну, наверное, у «Газпрома» есть какие-то ответы на эти вопросы. Послушаем. Послушаем. Закончится визит, итоги будут подведены, может, будут какие-то комментарии от «Газпрома» в том числе, хотя рассчитывать на это со стопроцентной уверенностью не приходится. Время сейчас такое. Лучше без рекламы, вот когда сделаем, тогда расскажем. Вот такие итоги визита, такие размышления по поводу Казахстана и, соответственно, точно такие же по поводу Узбекистана. Если обратить внимание, Узбекистан тоже время от времени, там, по-моему, в среднем раз в 3-4 месяца, у меня есть подозрение, что там как-то график, кто когда выходит с рассказом о своей любви к антироссийским санкциям. В Узбекистане политики тоже это делают, именно поэтому подписан контракт на строительство атомной станции малой мощности в Узбекистане, именно поэтому в Казахстане подписан договор о строительстве новых угольных электростанций. Но обязательно кто-то должен выйти и сказать, что мы не признаем Крым, и мы вот изо всех сил поддерживаем европейскую линию и неизвестно куда. Но это традиция. Подписал новый контракт с Россией, выйди, не поленись. Напомни о том, как ты любишь антироссийские санкции. Так что ждем, чем закончится визит. Напомню, что помимо двусторонних встреч будет и заседание ОДКБ, но это там новости уже не для нас. Не нашего порядка. Не наши новости. По-моему, со всеми трубами разобрались, старыми, новыми, предполагаемыми. Вот есть еще один момент с новой старой трубой, вернее, с новым потенциальным владельцем старой трубы. Меня тут поразила новость по поводу некого американского джентльмена, который собрался выкупить взорванный Северный поток. Как вам? Ну, по-моему, великолепная идея. По-моему, тоже. По-моему, великолепная. Там с юридической точки зрения у Северного потока-2 был ровно один акционер, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит «Газпрому», но зарегистрирована была, тем не менее, там. Если сейчас с бухгалтерской точки зрения деньги вложены, деньги не возвращаются, компания деятельности не ведет, соответственно, рано или поздно она должна стать банкротом. Либо добровольно, либо, соответственно, принудительно со стороны швейцарского государства, которое, наблюдая за отсутствием деятельности, естественно, задаст вопрос, что это такое, почему налоги не платим, почему не работаем. И вот здесь возникает американский джентльмен с предложением, вот то, что на дне лежит, то и купить. Прекрасный план, я считаю. То есть он выгоден для всех во всех отношениях. Замечательный план, пусть рискует. Он уже наговорил каких-то слов о том, что это все будет помогать контролировать Россию, что будет создан консорциум, куда войдет Еврокомиссия, правительство Украины, все войдут, чтобы контролировать Россию. Прекрасно. Звучит... Мы-то не против. Пускай контролируют. Это же замечательно. На мой взгляд, вообще великолепная идея. Напомню, что, собственно говоря, Северный поток-2 не начал работу, потому что так и не получил сертификацию от правительства Германии. Положение третьего энергопакета о том, как нужно разделить виды бизнеса. Если у тебя есть магистральный трубопровод, сам добывать газ и прокачивать или закупать и импортировать компания не имеет права, надо уступить следующей компании. А с этой точки зрения появление американского инвестора эту проблему снимает? Абсолютно. Газопровод-то американский. Газопровод сразу американский. Россия здесь вообще ни при чем. Россия заканчивается там, где в Усть-Лугу ныряет труба. Все, дальше... Прекрасно. Да, дальше Почему же новому консорциуму не закупать в Усть-Луге, куда ныряет труба, газ российский? Который... Ну или, может быть, кто-то еще предложит. Ну да, после этого он, естественно, сразу становится автоматически молекулами свободы, которые совершенно спокойно можно продавать в Европу по американскому газопроводу. Причем прийти в Европу с этим газом и сказать: так, товарищ Европа, значит, вот тут есть американский газ, вам дорог газ, который мы поставляем вам по морю на терминалы по регазификации. Ну вот есть другой американский газ, который поставляется по трубе, он будет чуть дешевле. Ну, например, не там $500, а 499,99, как любят американцы. Зато писать. с молекулами. Зато с молекулами. Да. Очень вкусно. И дешевле. Да.
дешевле, в любое время, опять же, мы договоримся. На мой взгляд, вот вся эта демагогия, которая была по поводу того, что это будет контролировать Россию, мы поставляем газ в Китай с привязкой к нефтяной корзине. Мы здесь можем вести себя ровно так же. И ровно так же соблюдать, разумеется, указ Владимира Владимировича от 31 марта 2022 года, газ по трубе За продается рубли. только за рубли. Да, прекрасно. Что Почему они бы нет? собираются при этом контролировать? Ну хорошо, вы американская компания, вы будете конвертировать в рубли не евро, а будете конвертировать доллары. Вот все отличие. Через Газпромбанк. Через Газпромбанк, у которого отобрали лицензию, но... Но ради такого случая вернут. Ну, во всяком случае, японцам вернули мгновенно запросы со стороны тех, кто через Газпромбанк платил, то есть вот Восточная Европа, ну, прежде всего Словакия, Венгрия, Австрия уже ничего не спрашивает, у нее уже все случилось, Турция задает вопросы. Да, причем громко задает вопросы. Ну, а почему бы не задавать вопросы громко, если ты вторая по мощи страна НАТО? Почему бы не задать вопрос Причем громко? я напомню, те, кто громко задает вопросы, ну это вот из Сирии, а что, так можно было? То есть, когда Венгрия сказала, знаете что, санкции, это, конечно, хорошо, но если вы не обеспечите нам какой-то маршрут поставок нефти в страну, потому что ну, мы вообще без всего останемся, то мы тогда южную ветку дружбы вот никак отдать не можем. Вот как хотите. Что Им хотите? сказали, ну ладно. Потому что право вето у Венгрии никто не отбирал, хотя покушения со стороны Польши и могучих прибалтийских тигров были, но как-то вот менять условия договора о Евросоюзе не рискнули. Кстати, один момент про Польшу мы упустили, когда говорили про НПЗ «Швед». Польша вдруг вспомнила про то, как она настрадалась от Германии во время Второй мировой войны. Но здесь говорю совершенно без иронии, действительно настрадалась. И вот спустя 80 лет поляки сказали: о, НПЗ. А не могли бы вы нам его продать за очень недорого, потому как мы настрадались, ну и НПЗ очень нужен. Ну и нефть мы на него поставлять вам можем. Поэтому вот вам 100 злотых. Да. И ни в чем себе не отказывайте. Посмотрим, что будет с Газпромбанком. Напомню, что рестрикции в его адрес уже были. Закончилось это тем, что Министерством финансов США, которое, собственно говоря, рестрикции вводило, была выдана генеральная лицензия на проведение целого ряда операций с медикаментами, с продовольствием и, в числе прочего, с природным газом. Ну вот санкции, это вот еще раз повторюсь, санкции это такая непонятная штука, как ковидные ограничения. Нельзя, но можно, но нельзя, но не вам, а вот вам да, но не здесь, не сегодня, а в четверг. И к решению о эмбарго со стороны Большой Семерки присоединяется Япония. Она присоединяется к эмбарго, но для Японии исключение. Но присоединяется. Но покупать нефть и газ с Сахалина можно. Но мы присоединяемся к эмбарго. В общем, большие люди играют в большие игры. Ну, опять же, да, вспомним Казахстан, да, мы поддерживаем все санкции, но вот отсюда до сюда. А дальше это у нас уже торговые отношения с Россией, вот сюда не лезть. Ну, точно так же, как и на вопросы к Азербайджану, откуда у вас все новые и новые объемы газа. Если смотреть по документам, у вас на внутреннем рынке вообще уже ничего не осталось. У нас в договоре что? Шах-Денис, вторая фаза, газ вам. Вопросы есть к договору? Нет. Откуда мы берем газ внутри, вас вообще не касается. Откуда он сам из земли появляется? Вообще что- не ваше дело. Вырос. Вырос и все. Ну, вот такой был кусочек новостей. Я надеюсь, что американскому бизнесмену будет сопутствовать удача. Следим за его приключениями с большим интересом. С учетом того, что во время предвыборной кампании в фонд мистера Трампа этим джентльменом, мистером было внесено $300 тысяч, не исключено, что ему помогут договориться со всевозможными Швейцариями, Германиями и прочим, и прочим, и прочим. Это может быть прекрасной инвестицией, даже если потом он все это сдаст по цене металлолома, он все равно Все равно будет обогатится. в прибылях. Ну, а для нас, на самом деле, если без шуток, если мечтать о восстановлении работы, то «Северный поток-2», повторюсь, не был сертифицирован. То есть, если даже внести какие-то деньги на то, чтобы провести исследование, отремонтировать его, гарантии того, что газ пойдет, нету, сертификата нет. А вот если это будет американская собственность, я думаю, что там Вот и с тогда сертифицированием посмотрим. все будет в полном порядке.
И уж кому отремонтировать трубу, ну хотя операция такая непростая, работать в колоколе на такой глубине со сваркой, штучные специалисты такого уровня, ну я не знаю, человек 30 на планете есть, но он их найдет. Ну, думаю, что найдет. За отдельную плату ему все, конечно, сделают. Не самый плохой проект, от чего должна страдать Россия, но сейчас поставок нет. Ни по Северному потоку первому, ни по Северному потоку второму. Прикупит, отремонтирует, ну, появятся какие-то поставки. Ну и хорошо. Если он при этом будет бегать вдоль трубы и кричать, что я контролирую Россию, пожалуйста. Мы с удовольствием посмотрим на это с берега из района Усть-Луги. Спасибо. Будем надеяться, что новости международные будут потихонечку становиться более осмысленными, а то, что мы не касались того, что происходит на нашем внутреннем рынке, так исключительно потому, что никому не хотим портить настроение, и себе в том числе. Но мы к этому вопросу обязательно вернемся. Да, тем более, что у нас впереди отмена временного ограничения, запрещения на ограничение. В общем, экспорт бензина вроде бы разрешат. Я уже запутался, как все это выглядело, потому что было ограничение, потом исключение, потом... Ну, вроде бы экспорт разрешат, и я думаю, что к следующей нашей встрече уже будет ясно, как отреагировал наш внутренний рынок вот на такое событие. Ну и мы на него, соответственно, тоже отреагируем. Всем спасибо за внимание. Вам спасибо, что заглянули в гости. До свидания. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.